Это мой личный рекорд. Так быстро я никогда ни на чем еще не ездил. Здесь давайте, BMW-воды, закроем наши рты и признаем, что Mercedes нас поимел. Мы взяли быстрейший заводской спорткар, и вы сами видите, что мы с ним делаем. Она просто сумасшедшая. Ребят, это исторический момент. На гонках в Объединенных Арабских Эмиратах выступает автомобиль на российских номерах. Это тот самый зеленый AMG GT-R, по которому мы рассказывали до этого. Его пилот готовится к заезду. Сейчас он должен выехать на старт и показать самую высокую максимальную скорость. Здесь заезды не на время, а на максимальную скорость. Пожелаем ему удачи, скрестим пальцы и посмотрим, что покажет зеленый крокодил. Mercedes AMG GT-R. Вершина трековых версий Mercedes AMG GT, двухдверных. Но тут есть, конечно же, нюанс, поскольку Mercedes за все это время еще и успела выпустить версию Pro, которая еще чуть быстрее, еще чуть круче едет на треке, но это не важно. GT-R обычный вполне себе достаточен, потому что здесь великолепный 4-литровый двигатель, который с завода развивает 585 лошадиных сил, полноуправляемое шасси, быстрая переселективная коробка передач, хорошая аэродинамика, достаточно низкий вес, и все это дает великолепный результат на треке. И вы знаете, машина феноменально управляется. Это карт. И вы знаете, такой управляемости от Мерседеса непривычно ждать. Но времена меняются. Мерседес становится управляемый, а BMW выпускает X7. А самое интересное, компания Mercedes-Benz, в частности подразделение AMG, оставила напоследок. Вишенкой на тортике, которая называется серия AMG GT двухдверная, является версия Black Series, которая появится в скором времени. И по заверениям поклонников этой марки, по заверениям лютых фанатов, давайте называть вещи своими именами, машина будет выезжать из 7 минут на Нюрбургринге. И вы знаете, любая машина, которая выезжает из 7 минут на Нюрбургринге, вступает в элитный клуб. Там очень мало автомобилей, и каждый из этих автомобилей кровью, точнее спортивным бензином, записывает свое имя в истории автомобилестроения, спортивного автомобилестроения. Хоть Димит и протестует, но я с удовольствием еще раз перечислю тот огромный спектр работы, который специалисты ГАТ провели с этим автомобилем. Двигатель 4 литра V8 Twin Turbo был разобран. Были установлены кованые поршни, кованые шатуны, турбины Garrett GTX 3584. Это турбины, которые могут качать по 1000 лошадиных сил каждая. Была доработана топливная система, была усилена трансмиссия, был доработан впуск. В общем, огромный спектр работ, чтобы машина поехала очень быстро. И сейчас я позволю себе напомнить, насколько быстро. О-хо-хо! Она валит, мать его! Немножко побуксовала и дальше полетела просто как сумасшедшая, как торпеда, как баллистическая ракета, мать его. Ух. Отвык я немножко.
После последней нашей встречи с этим зеленым AMG GT-R прошло достаточно много времени, утекло много воды, а самое главное, в Москву пришла зима, а значит, гонки завершились. Однако же сейчас мы находимся в Объединенных Арабских Эмиратах, и я наконец-то познакомлюсь с одним очень интересным человеком. Друзья, сколько автомобилей от компании GAD Motors мы тестировали? Да не счесть, очень и очень много. И вот, наконец, сейчас в стенах компании Digitec, которая является дилером компании GAD Motors в Дубае, я познакомлюсь с главным инженером компании GAD Motors, с идейным вдохновителем всех этих сумасшедших мерседесов, которые едут очень быстро, а самое главное, которые любите вы, дорогие подписчики. Себастьян, прошу. Приветствую, Гурам, привет. Итак, Себастьян, я уже катался на этом автомобиле прошлой осенью в Москве, и он уже тогда был очень быстрым. Что же изменилось? Да, все верно. После осени мы действительно добавили несколько изменений. После того, как мы вернулись в Германию, был установлен новый впуск, сделанный целиком из алюминия. Также мы установили дополнительные форсунки, так что сейчас у нас подача топлива как прямая, так и распределенная. Получается, сейчас в автомобиле установлено 16 форсунок. Да, все правильно, потому что мы столкнулись с проблемой подачи топлива. При таком высоком сжатии прямого впрыска просто недостаточно. Мы уперлись в потолок и не могли наращивать мощность. Вы используете очень большие турбины, Garrett 3584, если я не ошибаюсь. Да, это Garrett версии RS. Каждая из этих турбин рассчитана на мощность порядка 1000 лошадиных сил. Но наша проблема была не в них, а именно в топливной системе. Именно поэтому у нас ушло так много времени на разработку деталей этой системы. Работы по модификациям начались уже летом. Финал работ был уже осенью. Соответственно, мы не попадали на гонки ни в России, ни в Германии, поскольку сезон уже был закончен. Но нам повезло, что один из наших друзей и клиентов дал нам возможность сейчас, зимой, привезти сюда, в Абу-Даби, этот автомобиль и стремиться ставить на нем новые рекорды. Для того, чтобы добиться колоссальной отдачи двигателя, как, например, на этом зеленом AMG GT-R, мало лишь прикрутить огромные турбины. Нужно добиться надежности. Для этого двигатель оснащают коваными поршнями и коваными шатунами и применяют различные исхищрения по охлаждению. Что же касается страхования, то здесь важно выбрать надежного партнера, такого как, например, Mafin. Mafin – это онлайн-платформа персональных страховых сервисов. Оформляя страхование каско, хочется быть уверенным в том, что деньги тратятся не просто так, что предоставляется максимальная защита и максимальное удобство для вас и вашего автомобиля. У Mafin есть специальная служба заботы о клиентах, которая работает круглосуточно 365 дней в году. Помимо этого, каждый из клиентов Mafin, который оформляет страхование каско, получает целый спектр бесплатных опций. Например, круглосуточный эвакуатор, аварийный комиссар, направление на ремонт до 100 тысяч рублей неограниченное количество раз, а самое главное и самое приятное – это направление на ремонт к официальным дилерам за 30 минут. Именно поэтому вы должны обратиться к нашим партнерам компании Mafin для того, чтобы оформить страхование и спать спокойно. А что для вас важно в страховании каско? Check just the safety, seat belt, Yes. helmet, gloves.
серию с этим AMG GT-R, помнит, что я устроил зарубу тогда еще с моей стоковой M5 F90. Конечно же, она улетела от нее в космос, и многие BMW-шники, фанаты BMW M5 написали: господи, ну какого хрена ты сравнил Давида с Голиафом? 1000 плюс лошадиных сил Mercedes-Benz, весь утюненный, и стоковая, бедная, тяжелая M5. Вы абсолютно правы. Именно поэтому сегодня ночью в Арабских Эмиратах мы устроим арабская ночь. О, Дикий Восток. Волшебный Восток. Ну, короче, вы поняли. Сегодня мы устроим зарубу с действительно достойным соперником, с уважаемым соперником. Более того, это будет автомобиль, который мы сами ни разу не видели в рамках тест-драйва, и нам самим интересно, что он может показать. В баке C16 топливо, дорогущее, но дающее возможность получать максимум отдачи от этого 4-литрового V8 Twin Turbo, и мы направляемся на специальный ночной перекрытый участок дороги, который находится недалеко от Дубая, чтобы понять who is who. Так, ребят, я высадил Демида, высадил оператора, чтобы машина была максимально эффективна. И сейчас попробую перед заездами, перед нашей гонкой, перед нашей зарубой опробовать, как валит эта тачка. Возможно, даже получится установить мой личный рекорд в разгоне от 100 до 200 км в час. Подачу метанола включил. Машина валит! Машина валит! Смотрим. Охренеть! 3,6 100-200! 3,6 секунды 100-200 км в час. Это мой личный рекорд. Так быстро я никогда ни на чем еще не ездил. Так быстро мне еще никогда не было. Для сравнения, лучший результат моей 800 плюс лошадиных сил BMW M5 F90 Competition — это 5,4 секунды 100-200. Эта машина едет 3,6 с первой же попытки. С первой же попытки, черт подери. 3,6 100-200, и это Mercedes-Benz на родном мозге управления, который действительно может своим ходом доехать, действительно может ездить каждый день. Блин, ну это круто, ребят. Снимаю шляпу God Motors, снимаю шляпу подразделения AMG. Это очень быстро. Макларен 720S. Суровый, очень быстрый, очень легкий британский спорткар, разрывающий все стоковые спорткары на своем пути. Пока-пока, Макларен! Немножко она забуксовала, но первый заезд есть. Блин, очень быстрая машина. Блин, ребят, это первый случай, когда я не могу кричать, какая скорость, потому что она настолько быстро меняется и настолько мне страшно, что я ничего не успеваю. Единственное, что я могу вам сказать, как только Mercedes перестает буксовать, он просто уничтожает. Он просто унижает этого британца. Он просто кидает ему перчатку в лицо и затем еще и торт ему кидает в лицо.
уничтожение. Просто уничтожение. И я повторюсь, этот Макларен разрывает все современные спорткары. Мы взяли быстрейший заводской спорткар, и вы сами видите, что мы с ним делаем. Ха-ха! 3,5 100-200. В этом заезде машина поехала 3,5 100-200. Это мой новый личный рекорд. Это просто какой-то космос. Это вообще законно так быстро валить? Космос! Просто космос! Просто космос! Она просто сумасшедшая! Это просто демон, а не машина! Ребят, чтобы вы понимали, я сейчас разогнался с 50 до 270 км в час, а разгон с 200 до 250 км в час у машины занял 2,5 секунды. Демон? Просто жесть. Машина просто летит, стабильно летит. И масло не греется, масло всего лишь 101 градус. Вот это я понимаю. Вот это называется качественный тюнинг. И вы понимаете, за что вы платите God Motors такие деньги. Вот за это, за стабильно валящую сумасшедшую машину. Спасибо. Вы знаете, во всем мире много лет, десятки лет уже, и, надеюсь, десятки лет еще не утихают и не будут утихать споры, что же круче, Mercedes или BMW. И знаете как? На мой взгляд, в определенных классах автомобилей круче BMW, в определенных классах круче Mercedes. Например, в классе M5 и E63 я даю предпочтение M5. В классе семерки BMW и S-класса 222 кузов я даю предпочтение S-классу. Но чем Mercedes круче BMW, так это тем, что у него есть два автомобиля, крыть которые BMW не может ничем. Первый из них — это Гелендваген. И здесь, я думаю, вы со мной согласитесь, это уникальный автомобиль и вообще отдельная история. А второй автомобиль, это даже не автомобиль, это целая линейка спорткаров, настоящих спорткаров. Это не BMW M3, это не BMW M8, это настоящий среднемоторный спорткар с правильным размещением коробки передач над задней осью, трансаксель, с хорошей управляемостью и с компромиссом, нужным компромиссом в сторону не комфорта, но скорости. Именно поэтому здесь давайте, BMW-воды, закроем наши рты и признаем, что Mercedes нас поимел. Ну и, наверное, после всех этих хвалебных дифирамбов, после восхваления двигателя, шасси, коробки передач, внешнего вида, который, кстати, в AMG GT-R просто шикарный, вот этот центральный выхлоп, спойлер, желтенькая буковка R на крышке багажника, все это выглядит прям очень вкусно, очень стильно и не вычурно. С немецкой подчеркнутой изысканностью. Но мы все с вами хорошо знаем, что хорошее стоит денег. Ну так сколько же вам придется горбатиться? Сколько ночей придется не спать? Сколько недель придется работать без выходных 24 часа, чтобы накопить на крутейший Mercedes AMG GT-R? Ответ на этот вопрос наверняка знают наши партнеры, ребята из Автору. Благо, это приложение прекрасно работает в любой стране, в том числе и в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Ищем марку Mercedes, модель AMG GT, и мы видим, что на Автору есть несколько AMG GT-R и самый дешевый автомобиль 2017 года с пробегом 13 500 километров обойдется вам в 8,5 миллионов рублей. Это зеленый автомобиль на непонятных черных дисках, но тем не менее за эти деньги вы получите настоящего монстра. Гурам, правда, что в Объединенных Арабских Эмиратах за то, что ты копаешься в телефоне во время вождения, ломают руку? Ну, как сказал наш однорукий друг, да.
Так вышло, что итоги этого тест-драйва, этого незабываемого опыта за рулем зеленого AMG GT-R от God Motors мы подводим уже в Москве, причем спустя какое-то время. Почему так вышло? Потому что мы настолько увлеклись этими заездами, зарубами с McLaren 720S, а потом еще и обсуждениями, кто кого как проехал и на сколько корпусов, что практически пропустили наш самолет. Приходится записывать это сейчас. И тем не менее, ничего не меняется. Это быстрейший автомобиль, на котором мне когда-либо приходилось ездить. Это сумасшедший проект, за который я хочу выразить огромное уважение его владельцу Василию и его создателям, ребятам из God Motors. Но те из вас, фанаты Mercedes-Benz AMG, должны гордиться даже не победой в зарубе с 720S, хоть и McLaren самый быстрый стоковый спорткар на планете на данный момент. Не этим, а тем, что этот AMG GT-R приехал в Объединенные Арабские Эмираты и на гонке Тилал Суйхан Half Mile Racing в своем классе занял первое место, показав самую высокую скорость на выходе – 307 км в час. Этого было достаточно, чтобы занять первое место, и наш пилот на российском автомобиле, построенный God Motors, занял первое место на пьедестале этой гонки. Vasily, number 30. He scored the speed. He scored. He lost 7 points. This is one of the fastest tag here in this track in the Hilal Suihan track. А самое интересное, что Василию и ребятам из God Motors этого мало. Они планируют ускорить автомобиль еще. И это очень круто. Мир, оставайся прежним, в котором есть такие сумасшедшие люди и такие сумасшедшие проекты. В целом, этот автомобиль самый быстрый из тех, на которых я когда-либо ездил. 3,5 секунды в разгоне от 100 до 200 км в час я не забуду еще очень долго. Это было быстро, это было ярко, а главное тепло. И сейчас я не про погоду, а про гостеприимность Объединенных Арабских Эмиратов. По скриптум. Буквально через несколько недель после нашего визита в Объединенные Арабские Эмираты белый AMG GT-R, который оснащен менее мощным китом от God Motors, установил мировой рекорд. Он проехал четверть мили за 9,30 секунды со скоростью на выходе в 244 км в час. Очень серьезный результат, и я искренне поздравляю фанов Mercedes-Benz. Ну и под конец небольшая ложечка дегтя, чтобы вы не подумали, что я начал поклоняться AMG. Примерно год назад или 1,5 года назад BMW M3 в кузове F80 не корч с 3-литровым мотором на 6 котлах проехала четверть мили те же 9,3 секунды. Поэтому Mercedes-Benz не расслабляемся, BMW не расслабляемся, а Audi догоняем. С вами была команда DSC-OFF. Огромный вам привет от ребят God Motors. Огромное уважение Василию и до новых встреч.